Итак, неспроста я оставила дырочку в подкладке. Вот в таком виде чашечки очень сложно вшиваются, и поэтому для первого раза я советую всем их через эту дырочку вытащить. И останется у нас только форма. Ни в коем случае, пока не закончите, не ходите на утюг. Только после того, как вернете чашки на место. Вытаскиваем чашечки через эту дырочку. Аккуратненько. Откладываем в сторонку. У нас остается вот такая пустая чашечка. И уже такую толстую чашку вшивать не нужно. Очень тяжело развернуться с ней под машинкой. Поэтому пока не будет достаточно опыта, лучше это делать вот без них. Теперь можем спокойно мягенькие чашечки вставлять уже в наши отверстия для чашек. Смотрим обязательно на надсечки, которые мы себе подставили, что они нам будут помогать притачивать наши чашечки. Так как мы вытащили с вами мягкую, пушистую вот эту основу, нам уже односторонняя лапка не нужна. Мы можем спокойно притачать на обычной лапке двурожковой. Соответственно, меняем. Нам намного проще будет это сделать на этой лапке. Если вы оставляете подушечки внутри, то, соответственно, оставляйте и одностороннюю лапку, потому что она будет съезжать с подушки. С поролона поменяли. Проверили точное расположение чашечки. Вот так вот перевернули и лицом с лицом втачиваем чашку. Откуда удобней? Мне вот удобней от центра туда и от бока уже к центру. Прикладываем к краю чуть-чуть ниже на миллиметр от шва, чтобы потом было расстояние на перегиб. Делаем закрепку. Будем немножко передвигаться, потому что у нас притачена подкладка. И в ту же строчку передвигаемся по кругу и шьем. Спустились чуть ниже от края, для того, чтобы оставить место на перегиб. Шьем на сантиметр. Совмещаем шов с швом. Рельеф переда и рельеф вертикальной нашей чашки. Он должен абсолютно сойтись для эстетики. Вот так вот втачали нашу чашечку. Теперь вторую.
Мы притачали наши чашечки в основу по периметру. Все шовчики у нас должны были сойтись. Затем нам нужно закрыть подкладкой. Одну мы без труда закроем полностью. Вторую чашку нам придется какой-то кусочек оставить для ручной обработки, потому что уже будет не подлезть. И уже застрочим вторую чашку. Вот таким вот образом лицо с лицом перегибаем, чтобы у нас был вот в итоге вот такой вот результат. И в ту же строчку мы соединяем. Втачали подклад. Теперь аналогично соседнюю сторону делаем, насколько можем подлезть. Вот если в этом моменте мы не подлезаем, то начинаем чуть ниже и до самого конца. Этот момент мы уже закроем вручную. Вот так вот мы закрыли подкладкой. У меня прошло все, потому что мягко, и здесь достаточно большая перемычка. Достаточно все хватило для того, чтобы обработать подкладкой. Не нужно сделать ничего вручную. Так, теперь, когда мы закрыли подкладкой чашки, все у нас закрыто. У нас осталась дырочка для того, чтобы вернуть туда поролоновые чашки, закрыть низ, отстрочить, вставить косточку и встачать молнию. Сейчас мы как раз будем закрывать низ. Складываем наизнанку, вот так выворачиваем, как чулочек, и строчим на сантиметр. Можете предварительно сколоть себе все рельефы, чтобы они у вас совпали. Отстрочили. Теперь можем вывернуть. Лишние ниточки убираем, очищаем, потому что уже внутрь залезать не будем.
Вот так он выглядит со всех сторон. И аккуратненько за лямочку тянем и выворачиваем. Так, когда мы вывернули, теперь у нас закрыт и низ, и верх. Низ нам придется еще выутюжить, но это позже, когда мы уже все застрочим, вставим чашки, и будет у нас финальное ВТО. Теперь нам нужно отстрочить на 0,5 для того, чтобы вставить косточки, оставляя немножко 0,5 вот с края, сбоку чашки, для того, чтобы через эту дырочку нам вставить саму кость.